Я хочу, собственно говоря, Константин Анатольевич сказал, что нельзя жить по старым шаблонам. По шаблонам последних десятилетий жить нельзя, а вот если немножечко вглубь пойти, то оттуда, наверное, много и шаблонов, и даже количественных параметров можно взять. Я хотела в своей презентации сравнить индустриализацию в России, царскую индустриализацию, социалистическую, и, условно говоря, новую. Следующий слайд. Периодичность. Царская индустриализация началась с реформы Витта, первые там два периода, условно до кризиса с 1891 до 1901 год, и затем после кризиса, условно говоря, 1907-1913. Будем считать, объединим эти два периода, и с 1891 по 1913 год. Рост промышленного производства в 4,6 раз, практически в 5 раз. Локомотивом на первый период были, безусловно, строительство железных дорог. Социалистическая индустриализация, о которой все мы родом из СССР прекрасно знаем, 1928-1940. Рост в 6 раз промышленного производства, при этом машиностроение 30 раз. Локомотивы электрификации в целом опережающее развитие группы А. До, считаем, 2013 года у нас была деиндустриализация, и в 2013-2014 году мы как бы догнали самих себя, и примерно вышли после спада на уровень промышленного производства, который был до, наконец, 80-х, начала 90-х годов. И, в общем, объявили курс на новую индустриализацию, но темп роста всего 12%, хотя уже были санкции и была необходимость развития ВПК. Начнется ли новая индустриализация с 2023 года, это вопрос. Следующий слайд. Факторы индустриализации какие? Финансирование, технологии, оборудование, кадры ИТР, кадры рабочих. Следующий слайд. Теперь посмотрим, какие лимитирующие факторы. Царская индустриализация. Финансирование было ограничено, в принципе, желтое это, плюс-минус. То есть нельзя сказать, что ресурс в дефиците, но и нельзя сказать, что он безграничен. Та же самая, то есть они были на внешнем рынке, их можно было приобрести, как и финансы, так и технологии оборудования, кадры ИТР. Кадры рабочих неограниченное количество из сельского хозяйства, то есть отток. Социалистическая индустриализация в дефиците, финансы, источники, технологии оборудования, кадры ИТР с большим трудом, но все-таки обеспечивались, и неограниченное количество рабочих. Теперь, что касается новой индустриализации и на будущее. Неограниченный фактически ресурс – это финансирование. Источник огромный. На первом этапе технологии оборудования, в принципе, мировой рынок обеспечивал, а кадры ИТР и кадры рабочих уже с 2014 года это огромный дефицит. На будущее единственный фактор индустриализации, который у нас есть, которым нужно просто воспользоваться, это финансы. Все остальное в дефиците. Следующий слайд. Теперь рассмотрим финансирование индустриализации, какое было. Царская индустриализация, преимущественно источник финансирования на 50% это иностранные займы и прямые иностранные инвестиции. При этом норма потребления высокая и большой отток средств на возмещение внешних займов и следствие внешняя задолженность, за которые не пришлось расплачиваться благодаря революции. Социалистическая индустриализация, собственные средства промышленности практически налоги не платила, источник бюджет перераспределения сельского хозяйства, чрезвычайно низкая норма потребления, что и обеспечивало сохранение ресурсов для
индустриализации. Новая индустриализация, собственные средства промышленности, при этом промышленность платит налоги, бюджет, при высокой норме потребления в целом по стране отток в виртуальный сектор, бумажную экономику, ну и результаты отсутствия индустриализации. Следующий слайд. Технологии оборудования, иностранные, отечественные доступность. Царская индустриализация, 60% к 2013 году было иностранное оборудование. Социалистическая индустриализация, в общем-то, вышла на собственное производство и собственные технологии. Новая индустриализация, технологии иностранные и старые советские, импортное оборудование, ну, в общем, на 60% говорят, что в некоторых отраслях уже 40%, но, не знаю, в целом, в среднем, наверное, около 60%. Следующий слайд. Вот очень интересно, как снижалась зависимость импорта машиностроения в Российской империи в связи с вступлением в войну. В 2013 году 30% в оборудовании, которое поставлено в промышленность, было импортное, а к 2017 году уже 15%. То есть, в общем, страна-то быстро разобралась в условиях военного времени. Следующий слайд. Кадры для индустриализации. Вот здесь вот самое интересное. Кадры ИТР для индустриализации. Рост инженеров с высшим образованием. Царская индустриализация в 5 раз. Социалистическая индустриализация, по разным данным, от 6 до 20 раз. А наша с 2014 года только снижение инженеров с высшим образованием. Следующий слайд. Численность специалистов с высшим образованием по специальностям, это тоже очень интересно. Следующий слайд, я сразу проценты скажу. Итак, отношение инженеров с юристами и экономистами. Вот сравним. В 1928 году инженеров, занятых в народном хозяйстве, было в 3,7 раз, почти в 4 раза больше, чем экономистов. В 2020 году выпуск инженеров всего на 30% больше, чем экономистов. А если мы сложим экономистов с юристами, то в 1928 году инженеров было практически в 2 раза больше, чем экономистов с юристами. В 1940 году было в 4 раза больше. А на данный момент мы выпускаем инженеров меньше, чем экономистов и юристов вместе взятых. Вот это говорит, о какой вообще индустриализации можно говорить. Следующий слайд. Кадры рабочих. В целом рост в царской индустриализации в 2,6 раз, ну, практически около 3. Социалистическая индустриализация примерно то же самое. Новая индустриализация — снижение. И подготовка кадров, опять же, социалистическая индустриализация в 7 раз рост подготовки в ФЗУ и ПТУ, с 2014 года по 2022 год 63%, то есть снижение на 37%. Следующий слайд. Ну, итоговая динамика. Царская индустриализация, рост промышленного производства 4,6 раз, рост численности рабочих 2,6, то есть, видите, существенный рост производительности труда, и рост числа инженеров с высшим образованием 5 раз. Социалистическая индустриализация, рост промышленного производства в 6 раз, рабочих в 2,7, инженеров с высшим образованием в 6-20 раз. Теперь смотрим, что у нас. Рост на 12%, снижение численности рабочих, но инженеров даже просто не считают, вообще не считают нужным давать эту статистику. Вообще со статистикой, ну, хуже всего. Ну и последняя, буквально еще минута, последний слайд. Какие выводы? Ну, во-первых, нужно увеличение финансирования промышленности, источников достаточно за счет перераспределения через бюджет, и основной источник — это сырьевой экспорт. Второе, ну это первое, второе. Следующее, конечно, снижение нормы прибыли,
везде по всей экономике нормы потребления в прибыли, здесь отдельный разговор, как это делать. Прямые бюджетные доплаты должны быть по всей цепочке подготовки инженеров, рабочих и ИТР. Прямые бюджетные доплаты всем занятым в промышленности, потому что иначе не выдержат, не смогут привлечь, а если повышать за счет внутренних источников, не выдержат конкуренцию с импортными поставками, поэтому здесь нужны специальные меры. Ну и долгосрочные программы и контрактирование, то есть обеспечение долгосрочного спроса. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Оксана Генриховна, за интересный анализ. Еще раз, вывод какой? Сейчас будет легче или труднее провести индустриализацию в сравнении с предыдущими двумя? Сейчас есть неограниченный финансовый ресурс. Неограниченный. Считайте, 200 миллиардов долларов активная сальдо платежного баланса, вот это огромный источник, который фактически сейчас у нас остается все там же, где и раньше. Это первое. Второе. Огромный отток средств идет в виртуальный сектор, в банковский сектор, то, что финансовый сектор, то, что я говорила, норма потребления. Хотя бы возьмите полтриллиона прибыль Сбербанка, из которых половина, допустим, пойдет в бюджет, а половина просто на дивиденды акционерам. Не государство. Вот это просто показывает совершенно немыслимый, огромный финансовый ресурс. С другой стороны, огромные проблемы с ИТР и рабочими, потому что с ИТР даже еще больше, чем с рабочими, потому что рабочих все-таки можно подготовить за полгода, за год, а кадры ИТР квалифицированные, это требует достаточно более длительного времени, тем более нужно понимать, что разрушено, вообще иногда до основания, инженерные научные школы в инженерных вузах. Понятно. Поэтому основная проблема будет здесь. Это по сравнению с предыдущими индустриализациями. Спасибо.